Федор Алексеевич оказался наследником поневоле. Всем рулили двое. Царь Федор и подписывает сам указы, и печати ставит собственноручно. Должны находиться на работе, разбирать дела. Местническая система оказалась своего рода закрытой кастой. Элита, как бы закупорилась. Желаем местничество разрушить. В рифму царь Федор III, поэт, Собянин 17 века, он не просто сам себе выбрал жену, он настоял на этом. Семья была в шоке. Царя околдовали. Все понеслось не по тому сценарию. Добрый день, дорогие друзья, все, кто любит русскую историю. Сегодня у нас особый день, немного даже грустно, потому что сегодня наша заключительная лекция из серии «Рассказы из русской истории XVII века». Это не значит, что наш курс закончился. Дальше посмотрим. Сегодня поставим точку, или многоточие, в русской истории тихого, спокойного, старинного, а на самом деле весьма себе яркого, интересного и бунтажного XVII века. Тема этой лекции родилась спонтанно, ее не было в нашем плане. Мы хотели рассказать об этом человеке вскользь, 5 минут, в рамках рассказа об Алексее Михайловиче Тишайшем. Я стал рыться в документах, смотреть разные фильмы, лекции известных профессоров, академиков, читал книги и понял, что уделить этому человеку 5-10 минут в лекции о ком-то очень несправедливо. Судьба вообще была к нему несправедлива. Он забыт. В современных учебниках истории, дай бог, если один абзац. Болезный, тихий, религиозный. Уже взошел на трон, будучи глубоко больным, и как-то там доживал. На трон его внесли на носилках и вскоре умер. Все. Таков был сын Алексея Михайловича Тишайшего и старший брат императора Петра Великого, царь Федор III. Давайте о нем сегодня спокойно и поговорим. Эпоха Алексея Михайловича, 30 лет его правления, золотой век самобытного русского стиля старомосковского государства. Уже шли реформы, уже строилась новая армия, полки нового иноземного строя. Было несколько тяжелейших войн на нескольких фронтах. Огромное московское царство росло как на дрожжах. Невероятная пассионарная энергия русского человека, первопроходца, казачества во все стороны расширяла границы московского государства. Но при всем при этом времена-то были тяжелые, неспокойные. Государство постоянно сотрясалось восстаниями, мятежами, бунтами. Недаром век назывался бунтажным, и об этом мы говорили с вами совсем недавно в отдельной лекции. Но вдруг, совершенно неожиданно, в расцвете сил, 50 с небольшим лет, Алексей Михайлович заболел, простыл, как-то там сам себя неудачно лечил, лекарей иноземных не подпускал, простуда, ОРВИ, бронхит, воспаление легких, смерть. И на троне оказывается, нет, это не его сын Петр Алексеевич, как вы подумали. И даже не царевна Софья, а регенша, правительница, о которой вспомнят те, кто получал 5 или 100 баллов на ЕГЭ. Нет, на троне окажется царь Федор, сын Алексея Михайловича от его первой супруги Милославской, Федор III. Вообще, имя Федор несчастливое для русских царей. Вспомним, царь Федор Иоаннович. Трагическая фигура, сын Ивана Грозного, правил долго, 14 лет, блаженный на престоле, как его называл Ключевский. Хороший был человек, любил жену. Правил не он, собственно. Правил больше Борис Годунов, первый министр, премьер-министр, как бы сказали сейчас. Про Федора Иоанновича хотя бы есть драма Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович». Спектакли. И хоть какая-то память.
Федор II, уже сын Бориса Годунова. Воспитанный, образованный мальчик, предан и убит собственными подданными сразу после скоропостижной смерти отца. Где фигурирует царь Федор II? В драме Пушкина «Борис Годунов». Мельком. А Федор III, Федор Алексеевич, наш с вами герой, не фигурирует нигде. Зашел на престол в 15, умер, не достигнув 21 американского совершеннолетия. Всего 6 лет. Мало? Ну, знаете, мало, много, понятие относительное. Михаил Сергеевич Горбачев тоже проправил примерно столько же. 6 лет. Зато, поверьте мне, для тех, кто застал это время, эти 6 лет врезались в память навсегда. При царе Федоре III никаких геополитических катастроф не случилось, но, чего греха таить, кроме узких специалистов, о нем сегодня никто не вспомнит. А выйдем мы с вами на улицу, ну, слушайте, 99,9% даже не смогут вспомнить, кто это такой, какой еще Федор. Сразу же начался Петр I. Ну вот давайте во всем этом разбираться. Федор Алексеевич не готовился быть царем. Предполагалось, что править должен старший сын и наследник Алексей Алексеевич. Но тот неожиданно умирает, тоже в возрасте лет 15. И Федор Алексеевич оказался наследником по неволе. Такой же точной ситуацией будет потом наш император Александр III, которого тоже не готовили к правлению и который оказался на имперском троне случайно, после скоропостижной смерти блестящего наследника своего старшего брата. Федор родился 30 мая 1661 года. В тот же день, что потом родится спустя 11 лет и Петр Великий. Наследником ему объявили в 14. Здесь проблем не было. Чин объявления был разработан Алексеем Михайловичем. Мы помним, Тишайший сам любил составлять чины, был в этом отношении большой формалист. И вот как писали летописцы в кавычках: «Жалуючий государь изволил руками своими главу благородного царевича объятие и целовать». В общем, поцеловал в макушку. Федор, судя по всему, поначалу рос довольно бойким мальчиком. Он любил стрелять и хорошо стрелял из лука, из огнестрельного оружия. У него были свои потешные солдаты, игрушечные сабли, пушки. Он очень любил лошадей, много ездил верхом, разбирался в лошадях, увлекался по-настоящему этим делом. Вообще многое его младший сводный брат воспринял от Федора, я имею в виду сводного брата Петрушу. Петр I тоже будет любить потешных солдат и военные забавы. И, кстати, старший брат Федор будет все это дело финансировать и поощрять. Петр I, так же, как и Федор, будет очень увлечен фейерверками. А фейерверки – это забава, которую сделал такой модный как раз царь Федор III. Но проблема была одна – слабое здоровье. Тут есть разные мнения историков. Одни говорят о каких-то наследственных болезнях. Вообще, надо сказать, что по линии Милославских царевных было много. Как раз такие молодцы. А вот с мальчиками что-то ему не везло. И якобы у Федора была цинга. Ну, что такое цинга, мы имеем довольно отдаленное представление во врачебных понятиях того времени. Что-то, вероятно, тоже связанное с нехваткой витамина С, потому что лечили вполне разумно. Лимоны, цитрусовые, витамины, ягоды. Может быть, неусвоение витамина С какое-то генетическое. Крайне редкий дефект. Но, в принципе, врачи того времени называли цингой широкий спектр болезней, поэтому понять, почему Федору Алексеевичу часто становилось плохо, почему у него опухали ноги. И с возрастом эти симптомы усиливались. Кстати сказать, может быть, одна из причин, почему он так любил лошадей, любил ездить верхом. Ходить ему на большие расстояния было тяжело. Не знаем. Есть версия, что все это последствия детской травмы. Этот случай описан иностранцам со слов боярина Артамона Матвеева. Как-то зимой царевич, ему было 13, сидел верхом на лошади. Лошадь встала на дыбы, испугалась и сбросила мальчика. Но шел царский поезд. И прямо по мальчишке проехали тяжелые груженные сани, которые раздавили ему грудную клетку. Понятно, рентгена тогда не было. Что там ему переломали, мы не знаем. Переломы такие тогда не лечили.
Но начиная с этого момента здоровье царевича Федора все более ухудшалось, а рецидивы вот этой странной цинги усиливались. Лечением царей занимался аптекарский приказ, сплошь состоящий из иностранцев. Это была не только и не столько аптека, где готовились из натуральных трав и животно-растительных ингредиентов, разные снадобья. Это было медицинское учреждение, 4-е главное управление Минздрава. Аптекарский приказ был любимым у Алексея Михайловича. Он был адептом, как бы сегодня сказали, нетрадиционной медицины, по тем временам очень традиционной, принимал все время какие-то травы, пил отвары, но вот в нужный момент все-таки не долечился. А Федор как раз относился к аптекарскому приказу как-то так пренебрежительно. По крайней мере, нигде нет указания о том, что он постоянно лечился, как его отец, последние годы. Ну, в общем, мы тут тоже понимаем, 50 лет по тем временам очень степенный возраст, а у Алексея Михайловича Тишайшего была молодая, совершенно студенческого возраста супруга. Поэтому за здоровьем своим он следил. Нам известно, что из-за опухших ног, когда отпевали отца, Федора несли в церковь на специально изготовленных носилках. Носилки-трон. Он не лежал, он сидел на стуле, а стул уже несли, поскольку стоять долгую церемонию в церкви царевичу было тяжело. Мы примерно знаем, как выглядел Федор Алексеевич. Наиболее достоверный портрет его вот. Посмотрите, это Парсуна. Парсуна что-то среднее между классическим европейским портретом и иконой. Эта Парсуна находилась в Архангельском соборе, где, кстати, Федор и похоронен. Вы можете увидеть его надгробие. Сейчас изображение хранится в Государственном историческом музее. Обратите внимание, юноша без бороды и без усов. Это был, пожалуй, один из немногих русских государей того времени. Ну, вспомним еще Лжедмитрия. Говорят, в молодости брил бороду сам Алексей Михайлович. Но вот Федор Алексеевич точно и бороду, и усы брил. Впрочем, на некоторых других портретах он изображен либо с небольшими усиками, либо с такой щеголеватой на французский манер бородкой. Однако все эти портреты написаны позже, со слов. Поэтому считать их абсолютно достоверными мы не можем. Царевич Федор был прекрасно образован. Причем не в старомосковской традиции, где учили главным образом закону Божию, а именно в европейском смысле этого слова. Главный учитель Симеон Полоцкий, известный просветитель того времени. Помимо богословия, само собой, разумеется, церковного пения, у Федора был отличный голос. Он писал стихи, точнее сказать, что-то среднее между стихами и религиозными псалмами. Он изучал иностранные языки, знал достоверно, мы знаем, латынь и польский, возможно, еще древнегреческий. Изучал математику, геометрию, немного военное дело. Процитирую вам стих, авторство которого приписывается царевичу Федору. «Се, что толь добро и красно зрится, яко братья аще сохранится, любовь правая, еже вкупе жити, друг друга чтите». Ну и так далее. Конечно, не Ямп, не Харей, еще не 19 век, не Пушкин, но вполне уже в рифму. На современном языке звучало бы несложно. Как хорошо и как приятно, когда все братья между собой живут в согласии. От отца любовь к строгой регламентации была не только у Петра, но и у Федора. Например, зайдя на престол, Федор издал указ, видимо, тема лошадей и организации, связанной с этим дорожного городского движения, была особенно не безразлична Федору Третьему. Поэтому, согласно указу о регламентации дорожного движения в Москве, было решено, что ездить в каретах и санях, запряженных парой или четверкой лошадей, могут только бояре. А дворяне низших рангов должны запрягать в сани только одну лошадь, ну, либо вообще ездить верхом. Ну, как бы сейчас сказали, указ о борьбе с автомобильными излишествами, бегалками и всяческими кортежами. Также Федор III издал указ, что если дворянин встречает на улице, сидя верхом как раз, какого-то знатного боярина, то не надо ему в соответствии со старой традицией останавливаться, слезать с коня и кланяться в пояс. Достаточно поклониться, сидя верхом, чопорно, по-французски. Царь Федор любил ездить верхом,
любил покупать, рассматривать. Вообще был знаток-ценитель лошадей, повторюсь, и для собственных нужд в многочисленных конюшнях царских, говорят, было до 300 замечательных скакунов разных пород, причем некоторых тренировали буквально как в цирке, чтобы они могли показывать разные фокусы. Устраивали специальные представления. Некоторые были, естественно, для селекции. Обучение Федора строилось на западный манер, и, очевидно, он симпатизировал и европейской культуре, польскому платью. Федор сам часто носил польское платье. При нем прекратилась старорусская привычка, которой часто придерживались разные бояре, брить голову на лысо. Это было модно, под Котовского. Все это скрывалось за большими шапками, усы, борода, и Федор стал продвигать на европейский манер волосы, чуть-чуть удлиненные. Примерно такая была прическа и у Петра Первого. Вообще говорят, что про царство Федор еще лет 15, и оставь себе сына, Запад пришел бы на Русь, западная культура, но пришла бы она отнюдь не из Амстердама, а, скорее всего, откуда-нибудь из Рима, из Вены или, может быть, даже из Варшавы и Кракова. Царь был привязан к своему учителю Симеону Полоцкому, и когда тот скончался, то лично утверждал эпитафию на надгробном камне и, говорят, утвердил чуть ли не с 15-го раза. Все время ему не нравилось, недостаточно душевно написано об его любимом учителе. Похоронен Симеон Полоцкий в Москве на Никольской улице. С той поры столько раз перекладывали брусчатку и асфальт. Конечно, могила Симеона Полоцкого, увы, не сохранилась. Правление царя Федора III историки делят на две почти равные части. Первые 3 года и вторые. Первая часть, молодой еще юноша, к тому же не очень хорошо себя чувствующий. Поэтому правили родственники по линии матери, клан Милославских. Роль царя в значительной мере фиктивная, но выполнял свои обязанности, ходил на службу в церковь, молился за Россию, награждал. На больше особенно его не хватало. Всем рулили двое. Московский Кромвель, так его называл, Артамон Матвеев, Иван Милославский, двоюродный дядя царя, и Юрий Долгорукий, известный полководец Алексея Михайловича, железный канцлер. Именно он подавлял разинские возмущения, пачками вешал разинцев, считался несгибаемым, жестким. Чем занималось правительство Милославского, Долгорукова? Естественно, с одобрения царя Федора эти первые 3 года. Во-первых, эхо разинского возмущения, только-только закончился бунт. Царевич Федор сам лично присутствовал во время казни Разина и его брата Фрола. Разина казнили не так, как Пугачева. Ему не сразу по тайному указанию матушки-императрицы отрубили голову. Четвертовали, как положено. Страшная казнь. Царевич смотрел. Вот они, враги государства. А плюс шла долгая, затянувшаяся война с Турцией, с Османской империей. На тот момент Османская империя — крупнейшая военно-политическая сила в Европе. В эти годы плюс-минус османы будут наносить одно поражение за другим Габсбургам, австрийцам. Войска турок будут стоять у стен Вены, и только чудо спасет священную Римскую империю от краха. У нас идет активная военная реформа. Армия старого образца, дворянское ополчение, заменяется профессиональными полками нового строя. Противостояние с Польшей только на исходе, а начинается полноценная война с Турцией. Сделаю небольшую историческую справку. Дело в том, что после того, как Польша отказалась от левобережной Украины в пользу России, она потеряла одновременно и правый берег, который оказался как бы вне контроля. На правом берегу находилась не только изначальная столица Богдана Хмельницкого, город Чигирин, район современной Черкасской области. Согласно решению Переяславской Рады, оба берега и все владения войска Запорожского перешли под руку московского царя. Но также на правом берегу находились огромные очаковские степи, фактически бесконтрольные. Вот туда вторглись сначала крымчаки, а вслед за ними пришла и турецкая армия. Украина раскалывается фактически на 2 гетманства. Одно выборное, законное, поддерживающее Москву и присягу, данную на Переяславской Раде,
А второе гетманство, правобережное так называемое, самопровозглашенное. То есть то, что называют несколько упрощенно наше гетманство и польское. Но на самом деле оно было не особо-таки польское, там была такая серая зона южнее порогов, которую, по сути, никто не контролировал. И мы, и поляки считали, что это некая условная автономия, дополнительное войско Запорожского, такая буферная зона между Крымом и Речью Посполитой, между Крымом и Московским государством. Так вот, поскольку появилось два гетманства, законное и самопровозглашенное, то правобережный, польский, гетман Дорошенко, отдается в вассалитет султану. Почему-то на современной Украине его называют борцом за независимость, но на самом деле он присягнул Константинополю. И, соответственно, тут же приглашает турецкие войска, чтобы защитить себя то ли от поляков, то ли от Москвы. Османская империя, сначала силами своих крымских вассалов, а потом всей мощью своей армии, выдвигается на правый берег, и начинается затяжная война турок с Польшей, главным образом. При этом турки доходят до Львова. Ну, а мы первое время в стороне. Разбив поляков и закрепив таким образом правобережную Украину с вассальным гетманством, турки решают двинуться дальше, захватить уже Киев, захватить острова, территории на правом берегу, которые по-прежнему лояльны Москве, включая казацкую столицу, город Чигирин. Ну, а потом дальше двинуться на левый берег. Сложилась довольно своеобразная гуманитарная ситуация по обе стороны Днепра. Поскольку турки довольно жестко преследовали, турки и поляки, православное население, то оно массово бежало на левый берег, в нашу сторону. Поэтому левый берег был сравнительно перенаселен по сравнению с правым берегом. Бежали не только простые крестьяне, казаки, бежали и полковники с целыми отрядами. В общем, все шли на сторону Москвы. Тем более, где здесь находился настоящий наш гетман, верный присяге Иван Самойлович. И вот, когда турки выдвигаются на Чигирин, это небольшая крепость, с небольшим гарнизоном, несколько тысяч казаков, Федор Алексеевич приказывает армии Московского государства под командованием князя Рамадановского вместе с союзным казачеством, калмыцкая конница и даже горцы с Северного Кавказа, в общем, всех, кого мы могли собрать в тот момент, двинуться на помощь Чигирину. В Чигирине, кстати сказать, московский гарнизон стоит, блокированный турками, выдерживает первую оборону 1677 года, когда армия Рамадановского с союзниками, с калмыками, горцами и казаками подошла к Чигирину. Турки, которые так и не смогли его взять к этому моменту, решили в генеральное сражение не вступать, тем более зима на носу, и отступить. Что тут интересно? В момент блокады Чигирина мнение в Москве, продолжать ли боевые действия на правой стороне Днепра, в зоне, которой сложно снабжать, сложно пополнять. Долго очень армия Рамадановская искала переправу через Днепр, из-за этого задержалась. Или всем отойти на левый берег и не пытаться удержать Чигирин с окрестностями, мнение в Москве разделилось. Боевые генералы, в первую очередь сам Рамадановский, ну и Долгоруков, и другие, говорили, нет, надо биться до последнего, держаться за Чигирин. А вот сам царь Федор Алексеевич говорил, что это нерациональное использование наших сил. Лучше мы закрепимся на левом берегу, подпишем с турками мир и начнем развивать эту огромную территорию. Двигаться лучше в сторону Черноморского побережья постепенно, там огромные неосвоенные земли. Но голос молодого царя в итоге, как ни странно, как ни удивительно, все-таки перевесили военные. Через год турецкий султан решил, что отступление от крепости, который защищал столь небольшой русский гарнизон, это позор, наносит его репутации жуткий ущерб. Командира турецкой армии Пашу арестовали, посадили в крепость. И к Чигирину было отправлено войско уже в 2 раза больше, чем во время первого похода, причем войско, укомплектованное лучшими частями османской армии. При этом Турция впервые официально объявляет войну России. Командует войском сам великий визирь, второй человек в империи. На этот раз турки бестолково на стены не лезли, вели осаду по всем правилам, копали траншеи, закладывали мины, обстреливали со всех сторон из артиллерии. Крепость держалась. Погибшего русского генерала во главе гарнизона по выбору офицеров, офицеры выбирали себе нового командира, сменил
молодой шотландский офицер Патрик Гордон. Его имя потом мы не раз услышим в курсе лекции про Петра I. Кстати сказать, многие детали этой осады мы знаем благодаря сохранившемуся дневнику этого храброго шотландца. Крепость держится, а к Чигирину вновь стремится армия Рамадановского и Самойловича. Однако в этот раз не успели. Турки подорвали стены, пролом, туда бросаются янычары. Гордон вместе с солдатами нового строя сражается весь день. У крепостных стен удерживает ворота, проломы, посылает гонцов к приближающейся армии Рамадановского, просит срочно прислать ему еще хотя бы 5 добрых солдат. И он выбьет турок из крепости, но Рамадановский, не успевая, приказывает Гордону оставить крепость. Глава гарнизона покинул ее последним. Шотландец поджигал постройки. Кстати сказать, в конце концов взорвался пороховой погреб, и много турок, уже оборвавшихся в крепость, оказались под обломками. В общем, в дневнике Гордон так и записал. Чигирин был оставлен, но не взят. Что, кстати, было правдой. Эту злую крепость великий визирь прикажет сравнять с землей. С той поры Чигирин так никогда и не поднимется. При турецкой армии были французские советники. Франция – исторический союзник, геополитический союзник османов. Так вот, французы писали, что никогда доселе они не видели столь яростного и ожесточенного сопротивления. К чему я рассказываю эту историю? Даже после смерти Богдана Хмельницкого на правом берегу Днепра оставались обширные русские территории. И если бы не турки, третья сила, то задолго, за 100 лет до Потемкина, правый берег Днепра тоже был бы российским. Это первое. А второе, хранился литературный памятник. Переписка турецкого султана с чигиринскими казаками. Вообще, письма казаков султану – это такой отдельный литературный жанр. Их известно, наверное, штук 20. Никто не скажет вам доподлинно, какие из них являются литературной мистификацией, а какие на самом деле оригинальные документы. Переписка чигиринских казаков с султаном вроде бы оригинальный документ. Он найден как раз в архивах одного из потомков командующего русской армией князя Рамадановского. Автор, естественно, неизвестен, народное творчество. И, естественно, зачитать это я вам не смогу. Во-первых, потому что довольно сложный язык. А во-вторых, потому что там используются такие выражения, которые, дорогие друзья, ни интернет, ни тем более телевидение, особенно канал «Культура», никогда не перенесут. Несколько обращений к султану. «Салтан, сын проклятого султана Турского, товарищ сатаны, повар вавилонский, бронник иерусалимский, винокур Великого и Малого Египта, свинопас Александрийский и пес татарский». Видимо, все географические топонимы, которые знали казаки, все использовались при обращении. Далее переходят непосредственно к эпитетам. «Ты проклятый аспид, ты шпынь из карет, проклятого сатаны гонец». И далее, и так далее, и так далее. «Не поддадимся тоби, биться с тобой будем». Оборона Чигирина, запомните, очень яркий эпизод славной русской военной истории, совместной истории Москвы и верного запорожского казачества, то, о чем надо знать образованному человеку. Вернемся к нашему государю, который правит в Москве. Что стало переломным моментом в его правлении? Вы не поверите, свадьба. О том, как он выбрал свою невесту, и некоторые обстоятельства его женитьбы я расскажу вам подробнее, чуть попозже. Но после свадьбы вокруг царя образуется кружок верных молодых людей, как бы сейчас сказали, соратников прогрессивно мыслящих, главным образом из подлого шляхетства, то есть бедного дворянства. Один только был более-менее знатный, это Василий Голицын, будущий фаворит царевны Софьи, министр иностранных дел, де-факто премьер, известный человек в нашей истории. А все остальные простые дворяне, простые шляхтичи, бывшие ученики Симеона Полоцкого, можно сказать, одноклассники. И вот с этого момента, после свадьбы, царь начинает править сам, в буквальном смысле этого слова. Он забирает себе в покое царские печати, не доверяя их никому, и печати под царскими указами ставит собственноручно. Более того, царь Федор собственноручно подписывает все царские указы.
Этого не делал ни его отец. Иногда отец что-то подписывал, а иногда указы оглашались от имени государя. Достаточно было только царской печати, которую тоже ставил царь не сам, естественно. Так вот, царь Федор и подписывает сам указы, и печати ставит собственноручно, и лично присутствует на заседаниях Боярской думы. Эту Боярскую думу довольно сильно увеличили в первые годы его правления, почти до 100 человек. Это уже не правительство, это что-то среднее между правительством и Советом Федерации. Такой довольно аморфный орган управления, 100 бояр и думных дьяков. Придут они после обедни, посидят, походят, поговорят, зайдут в приказ, может быть, который им подотчетен, и дальше занимаются своими домашними делами. Царь Федор издает указ, согласно которому все члены Боярской думы после обедни и до вечера должны находиться на работе, разбирать дела, работать. Причем даже в отсутствие царя в Москве. Работать. Начинается реформа государственного управления. Помимо военной реформы, кстати, именно тогда при царе Федоре наконец появляется один министр обороны. Боярин, который стал одновременно главой 3 армейских приказов. Вообще армейских приказов было больше. Лишний царь Федор упраздняет, остается 3. И во главе всех 3 один начальник. Вот появляется полноценное Министерство обороны. Раньше такого не было. Проект реформы государственного управления. Сохранился проект указа о чести. Это роспись 35 степеней с названиями должностей, и установлена степень чести, то есть по-русски иерархия чинов, для 83 различных типов должностей. Прямой прообраз будущей Петровской табели о рангах. Сохранился проект создания 12 наместничеств на территории Московского царства. Прямой прообраз деления государства на губернии, последующие Петровские и Екатерининские. Большим символическим актом стала реабилитация патриарха Никона. Патриарх был помилован царем Федором по воцарении и по пути в Москву уже от старости скончался. Но тут интересно, царь принимает решение похоронить его в Москве. Кстати сказать, действующий патриарх Иоаким категорически против. Царь преодолевает возражения патриарха, запрашивает мнение Константинополя, опираясь на него, принимает решение похоронить опального Никона в Москве со всеми положенными почестями как действующего патриарха. Царь лично несколько часов присутствует на службе и, говорят, утирает в церкви слезы. Это важный шаг попытки примирения. Мало что из этого выйдет, но стремление царя, тем не менее, весьма показательно. Самая интересная реформа царя Федора – это финансовая. На протяжении нескольких лет его правления постоянно снижаются налоги. Царь вводит так называемый стрелецкий налог, точнее говоря, восстанавливает старый, отменяя множество других налогов, причем исходит из вполне петровского принципа. Если раньше налоги взимались от количества земли, от пашни, то правительство Федора решает взимать налог на содержание армии, стрелецкие деньги, от количества дворов. Так им кажется более справедливым. И налоговое бремя снижается. Вообще время правления Федора – это редчайший период в нашей истории, когда объем выплачиваемых налогов не снижался, а размер налогов уменьшался. Большого дефицита при царе Федоре в казне не было. Налоговая система стала проще, удобнее и эффективнее. Кстати, чтобы ввести этот налог, была проведена первая, не в рамках всей страны, в рамках Центральной России, государственная перепись населения. Потом систему налогообложения по дворам реформирует уже Петр I, введя так называемую подушную подать, то есть делает следующий шаг. Сам себя в указах, собственноручно подписанных, царь Федор III именовал «наша тихость». С одной стороны, понятно, что это отставшего привычным титулования царя тишайший. Об этом прозвище Алексея Михайловича мы уже рассказывали вам. Но, тем не менее, тихость современники, особенно иностранцы, отмечали его милосердие и благочестивость. Соборное уложение, знаменитый кодекс законов 1649 года, принятый при отце Федора Алексеевича, стал огромным шагом к правовому государству. Он кодифицировал законодательство и сделал его публичным. Соборное уложение было издано тысячами экземпляров, разослано по всей стране.
Но это был жестокий перечень законов, вполне в духе европейского уголовного законодательства. Смертная казнь за политические преступления. К политическим относилось все, что угодно, вплоть до описки в царском титуле. Отрубание рук ворам-рецидивистам, ну и прочее, прочее, прочее. Современников, конечно, совершенно не удивляло, так было принято во всех соседних странах, но, тем не менее, по-русски это было жестоко. Смягчалась эта жестокость только совершеннейшей необязательностью ее применения. Поэтому за описку в царском титуле, конечно, никого не казнили, но могли подвергнуть гражданской казни, то есть высечь на торговой площади прилюдно. Но эти наказания как раз Федор Алексеевич начнет смягчать. Зачем рубить руки, ноги, пальцы? Воров-рецидивистов, согласно его указу, начнут всего лишь ссылать в Сибирь. Причем куда в Сибирь? Не на каторгу, нет, на пашню. Пусть работают. В тяжелых климатических условиях все-таки стране польза. В 1682 году, накануне смерти, Федор Алексеевич подпишет указ о создании первой государственной, то есть финансируемой из бюджета, как бы сейчас сказали, государственной монастырской богадельни для убогих коллег. И эти богадельни потом Петр I откроет во всех губерниях при множестве монастырей. Федор очень много подписывал указов самостоятельно, без Боярской думы. Не было такого, чтобы царь говорил, а бояре приговорили. В большинстве случаев царь решил и точка. Ну и, конечно, главная реформа эпохи Федора III – отмена местничества. Об этом написано как раз в учебниках школьных. Вообще, что такое местничество как явление социальное и откуда оно возникло? Сейчас это понимают исключительно негативно, мол, кто знатнее, тот и правит, и получает все должности. Ни за что, только за знатность и древность своего рода. Но на самом деле это несколько примитивный взгляд на нашу историю и на логику наших предков. А я все время говорю, что не надо предков осуждать. Давайте для начала попытаемся погрузиться в те обстоятельства, понять логику их поступков. Надо просто смотреть под другим углом зрения. Итак, местничество как механизм в старой Московской Руси играл очень важную роль. В чем смысл? Когда московские великие князья, потом цари, активно занялись собирательством земель, к ним на службу повалило много знати. Целыми семьями выезжали не только бояре и сыны боярские, но и князья, потомки Рюриковичей, Гедеминовичей из Литвы и Речи Посполитой. И вот если бы не принцип местничества, письменно зафиксированной и подтвержденной документально древности того либо иного рода, знатности и место его в иерархии государственной, то все эти понаехавшие князья и бояре начали бы бесконечно драться между собой, поскольку предки их всех были когда-то суверенными государями. Преклонили голову перед московским великим князем, но не перед кем другим. То есть все равны. Это бесконечные споры, конфликты и дуэли в том сословно-феодальном обществе. В основу местничества, как иерархической лестницы, лежала вовсе не знатность как таковая. Вообще знатность, по сути, обнулялась на момент поступления на службу к московскому великому князю. И с этого момента заслуги начинали считаться заново. Конечно, прошлое принималось во внимание, но важным было не знатность, важен был срок службы конкретного рода московским князьям. Вот с этого момента и считалось, кто знатнее. То есть современным языком род, семья. А что такое род, семья? Это десятки родственников, это сотни вооруженных людей с деньгами, очень часто с землями своими, с движимым и недвижимым имуществом, поступает на службу великому московскому князю, уходя либо от татарского хана, либо от Литвы, либо от поляков, неважно, от кого-то уходя, либо просто жертвуя своей формальной независимостью и суверенитетом. Исходя, естественно, из практических соображений об этом. Я много раз говорил в отдельном курсе лекций «Собиратели земли русской». Кстати, рекомендую вам посмотреть. Если вы закончите 17 век и видели все остальное, короткий курс лекций, 15 всего, от Рюрика до
позднего СССР, как собиралась русская земля, как, собственно, из этой крошечной точки на карте, из городка Москов, образовалась самая большая, самая прекрасная страна на планете. Не буду отвлекаться. Вернемся к местничеству. Местничество – это система гарантий для тех, кто давно, изначала верно служит государству. Причем эта система гарантий не лично кому-то одному, а всему роду, всему семейству, десяткам, сотням людей. Предположим, есть изменник, трус, предатель, провинившийся, бежал с поля боя, переметнулся, как Курбский, к полякам. Но неважно. Один человек предал, нарушил присягу, но ты не можешь выбросить все семейство из родового круга, из номенклатуры, выражаясь современным языком. Ты можешь их несколько понизить, чтобы коллектив, семья держали круговую поруку ответственность за каждого своего члена. Ну, предположим, воевода такой-то неудачно командовал войсками, бежал с поля боя. Делается запись в специальных разрядных книгах об этом проступке. Я все время пытаюсь привести аналогии с какими-то популярными фильмами. Но вспомните «Игру престолов» с этими бесконечными книгами и гигантскими библиотеками, которые мейстеры ведут по поводу рода каждого из рыцарей, каждого из королей-правителей. Ну, примерно то же самое. Ведутся родовые книги, где записываются подвиги, достижения и проступки. И в зависимости от этих записей совершил воевода проступок. Весь род понижен в местнической иерархии. И либо повышен, если большое достижение. Царь отметил сам. Такая своего рода кадровая политика. Понятно, что в результате этой системы, которая очень хорошо работала в начале и помогала скреплять государство и избегать совершенно избыточных конфликтов между очень знатными семьями, постепенно появилась там сотня семей родов, размножившиеся, представители которых заняли все важные должности. Все важные посты в гражданской и военной номенклатуре, в иерархии. Перепрыгнуть их по лестнице стало очень тяжело. Для этого требовался либо прямо царский фавор непосредственно, Борис Годунов там продвигался Иваном Грозным, а потом Федор Иоанновичем, да? Или, ну, какая-то государева радость там, по случаю праздника, годовщины октября, дня рождения Владимира Ильича, ну, мало ли чего, могли быть царские подарки. Какие-то роды и семьи, имеющие отношение к этому празднеству, могли повышаться, либо, наоборот, не дай бог, понижаться в этой местнической иерархии. Минус, со временем обнаружившийся, но не сразу, был тоже очень понятный. Местническая система оказалась своего рода закрытой кастой. Прошло несколько поколений, и элита, ну, как бы закупорилась в этой оболочке. И представителям регионального дворянства, толковым, талантливым ребятам, несмотря на личные способности, храбрость, проявленную на поле боя, или смекалистость и оборотистость в гражданской торговой службе, подняться в этой местнической иерархии очень тяжело. Перепрыгнуть для дворянства в целом, и провинциального, и московского, верхний слой стало почти невозможно. И отдельное исключение — Дмитрий Пожарский, например. Пожарский, хотя из князей, но до смуты они даже воеводами не назначались никогда. Это было такое среднее офицерство, не генералы московской службы. Так вот, Дмитрий Пожарский — это исключение, которое подтверждает правило. И даже после того, как он стал всенародным героем, освободителем Москвы, одним из вождей ополчения и прочее, 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 все равно по местническим счетам, основанным на веками занимаемых должностях в иерархии, Пожарский был ниже многих ничем не примечательных бояр. Например, ниже тех же бояр Пушкиных, предков нашего великого поэта. Известны по документам споры, когда бояре Пушкины или Салтыковы жаловались царю на Дмитрия Пожарского, который сидит не на положенном месте, занимает слишком высокую должность, ведет себя как-то неподобающе. И царь, чтобы не было конфликтов внутри элиты, избежать вот этой гражданской поножовщины, должен был лавировать, как-то всех успокаивать. Или объявлять, что
Сейчас военные действия, поэтому я назначение на генеральские должности делаю без мест, в порядке исключения. Так повелось еще со времен Ивана Грозного, иногда. Либо указывать Пожарскому, что ничем помочь ему не может. Ты, конечно, князь, особый человек, глава приказов, министр и прочий губернатор, но Салтыковы древнее. В общем, вся эта система вялотекущих разборок по поводу назначений, преференций, привилегий, на которые уходила энергия внутривидовой борьбы элиты, все это было хорошо какое-то время и даже полезно, но рано или поздно стало тормозить развитие страны, особенно в военной части. Во время войн с серьезным противником, с турками, с поляками, со шведами, занятие должностей не по принципу профессионализма, а по принципу знатности рода, это сильно мешало. И вот с этим правительство молодого царя Федора решило раз навсегда покончить. Было проведено всенародное обсуждение, как бы сейчас сказали, собраны разные комиссии и комитеты, и все, вплоть до высших церковных иерархов, высказались за то, что местническая система устарела. Надо с ней покончить и вместо нее ввести какую-то другую, в большей степени по личным заслугам. То есть местничество нужно обнулить. Обнулили его самым решительным образом. Царь Федор выступил в Боярской думе с речью. Текст ее сохранился. Мы не знаем только, читал ли он ее сам вслух, или, как принято было в те времена, от имени государя речь зачитал в думе какой-то грамотный дьяк. Но чувствуется стиль. Чувствуется, что писал царь свою речь сам. Он, кстати, много документов писал сам, как и его отец очень любил писать письма, Алексей Михайлович, помним, своею рукою. Итак, кавычки. «Яко сие местничество, зело благословенной любви вредительно, мира и братского соединения искоренительно, противу неприятелей общего и пристойного промышленного усердия разрушительно, желаем местничество разрушить». В рифму царь Федор III – поэт. Итак, местнические книги были собраны и публично, принародно, при свидетелях сожжены. Жалко, конечно, нам, историкам, такой бесценный материал исторический. Но для государства оказалось полезно. Кстати сказать, к слову о чести, дуэлях. Вот я когда читаю сочинения всякого рода модных либеральных историков о том, что Европа, Д'Артаньян, дуэли, перчатки, рыцарские турниры, прекрасные дамы. Вот откуда бралось свободолюбие европейца и представление о достоинстве человеческом. А у нас там рашка пасконная, страна рабов, страна господ. Одна ордынская татарщина, дикарство до преклонения перед начальством. Нет. Система местничества является на самом деле подтверждением того, что понятие чести было очень даже присуще каждому боярину, боярскому сыну и дворянину. Просто честь это понималась довольно специфично. Это не была честь личная. Это была честь рода, всей семьи. И надо было каждому беречь честь с молоду, как писал потомок бояр Пушкиных Александр Сергеевич. Роняя ее, ты ронял не только честь свою, но честь своей семьи, честь предков своих. Поэтому дуэли приняли в более позднее время, в конце 18-19 веке, особенно жестокий характер. Это не та Франция на шпажках, там побили, поцарапали, разошлись. У нас стрелялись насмерть, потому что это защищал честь рода и предков, и потомков будущих. И вот это понятие русской чести от местнических споров до жесточайших дуэлей XIX века, оно родилось не на пустом месте. Давайте об этом помнить. Несколько слов о социальной политике, внутренней политике царя Федора III. Был большим поклонником живописи, архитектуры и изобразительного искусства. Именно при нем расцвели художественные мастерские и оружейные палаты. Он писал проект создания университета в Москве. И много спорил с церковными иерархами по поводу того, должны ли в университете учить
на греческом, на латыни, какие изучать иностранные языки. Потом это все подвиснет. Это попытается сделать правительство Голицына, но так и не сделает, в конце концов. В части городского управления Москву тогда постоянно уничтожали пожары. Это страшная напасть была. Красивый, но деревянный город. И вот после очередного пожара, вызванного нарушением, естественно, правил безопасности и страшной скученностью деревянных построек, разного рода самостроев московских, царь Федор неожиданно проявляет себя как городской благоустроитель. Собянин XVII века разворачивает, во-первых, кампанию по сносу всего, что построено незаконно, приказывает снести все прилавки, торговые палатки на Красной площади и в окрестностях, все улицы вымостить. Брусчатки тогда в должном количестве, конечно, не было, а плитки не было совсем, но все улицы московские начать мастить как минимум деревянными мостовыми, а там, где можно, желательно, конечно, и брусчаткой. Даже переулки. Приказывает в огромных количествах готовить камень, причем не только для мощения улиц, но и для строительства вообще. При Федоре необычайный бум переживает каменное строительство. Вы знаете, из одних источников в другие повторяется одна и та же невероятная цифра. Я в эту цифру совершенно не могу поверить, но она повторяется. Потому что после указа Федора о выделении государственных субсидий, ну, как бы сейчас сказали, льготные ипотеки, на строительство каменных домов в Москве камень оплачивала казна и в длительную рассрочку предоставляла всем, кто хочет построить каменные палаты. Якобы после этого в столице было построено 10 тысяч каменных зданий за несколько лет. Поверить не могу, но многие историки профессиональные, например, большой специалист, автор книги в серии «ЖЗЛ» Федор Алексеевич Володихин, так и считает. Если у нас Алексей Михайлович Тишайший, а Петр Великий, то между ними Федор Алексеевич должен был бы называться царем-строителем. Кремлевские башни именно тогда обретают свои знаменитые шатровые верха, навершия, очень красивые, которыми москвичи с тех пор гордятся. Они вызывали у народа и восхищение. До этого шатер был только на одной башне, на Спасской, а все остальное обычные, обрезанные крепостные башенные строения. Именно при Федоре стены Кремля заделали, отремонтировали, облицевали и очень тщательно и аккуратно выбелили известью. До середины XX века, почти до Второй мировой войны, следы этой извести, ее постоянно подбеливали, были видны, и Кремль наш на многих картинах дореволюционных именно белого цвета, не красно-кирпичного, как сегодня. Да, именно при Федоре построена первая канализация в Москве. Правда, в Кремле, лиха беда начала. Ну и вообще, обратите внимание, когда вы гуляете по Москве и видите каменные церкви, когда эти церкви построены. Посмотрите внимательно на таблички. Это не просто объект культурного наследия XVII века. Это очень часто объект культурного наследия 80-х годов XVII века при царе Федоре. И белокаменные палаты московские, их не так много сохранилось после многочисленных пожаров, перестроек 812 года. Но очень часто эти палаты не просто 17 века, а 80-х годов 17 века. Просто обратите на это внимание. В общем, реновацию провел. Очень похорошела Москва при Федоре III. Ну и, наконец, наш рассказ о молодом и недолго правившем государе был бы неполный, если бы мы не посвятили несколько слов его личной жизни. А в ней проявился характер молодого царя. Он не просто сам себе выбрал жену, он настоял на этом. Он женился в абсолютном мезальянсе, то есть его невеста по степени родовитости, а тогда все определялось семьей, родовитостью, но она вообще была никто. Отец смоленский шляхтич с польскими корнями, по-моему, дядя думный дьяк, так она случайно оказалась в Москве. Федор увидел ее на улице, в толпе. Красивое женское лицо. Звали ее Агафья Грушецкая. Попросил своих друзей выяснить, кто, где живет, как. Они узнали, где-то там, в сторону Новодевичьего, дом у нее. Хотел посмотреть ее поближе. Договорились, что он поедет верхом кататься с друзьями, а она, чтобы сидела у окна такое-то время. Вот сидела она у окошка с открытым лицом. Подъехал, посмотрел. Не знаю, может, улыбнулись друг другу. Послал сватов. Семья была в шоке.
Милославские говорили, что это заговор, что царя околдовали, что это гнусные поляки, польские шпионы. Ни в коем случае. Поссорился с Милославскими, отстранил Ивана Милославского, того самого московского Кромвеля. Кстати, обращаю внимание на кличку. Наши бояре прекрасно знали международную обстановку. Кто есть кто. Никаких смотрин. Петр I был отнюдь не первый, кто женился, даже без формальных выборов невесты. Очень скромная свадьба. Кремль был закрыт для гостей. Царь на своем настоял. Проявил характер. Любовь. Молодая царица была модницей. Она ходила в польском платье, она была неплохо образована. Запомнилась тем, что ввела моду на так называемые польские шапки. Смелость заключалась в чем? Раньше волосы надо было замужней женщине полностью убрать под шапку, чтобы видно не было. А польская шапочка, она такая небольшая, щегольская. Там волосы видны. А это по старомосковским меркам вопиющее нарушение обычаев. Но ничего, вслед за ней по польской моде головные уборы стали носить многие дамы. Она часто появлялась вместе с царем, нарушая формальный старомосковский этикет. К этому тоже все привыкли. Она завела порядок, согласно которому женская половина дворца, то есть царевны, принимали у себя во дворе, как бы сейчас сказали, камевояжеров с товарами и сами выбирали себе те товары, ткани, платья, которые им нравились. То есть магазин на дому. Раньше это было абсолютно невозможно. Раньше они должны были заказывать не глядя, а там что принесут. Сегодня, когда я вижу вот эту ужасную практику заказывать товары вообще обезличенно на маркетплейсах по экрану телефона, что, конечно, способствует шопоголизации населения, мне это жутко не нравится, бесит, раздражает, но удобно. Что поделать? Началось это все с польской супруги Федора Алексеевича. Умерла Агафья рано, в 18 лет, родами первенца, который тоже вскоре умер через несколько дней. Царь был потрясен до такой степени, что даже не смог присутствовать на похоронах любимой. Год хранил траур, слабел здоровьем, как будто что-то сломалось. Семья заставила жениться еще раз. Стране нужен наследник. Но супруга не забеременела, наследника не было. А дальше неожиданно резкое ухудшение здоровья. В общем-то, Федор работал до последнего дня, подписывал указы, принимал бояр, но все понимали вокруг, что царю становится хуже и хуже. Кто будет царствовать? Сам Федор был лично привязан к младшему брату Петру, относился к нему очень хорошо. Считают многие специалисты, что на смертном одре, когда все столпились у постели умирающего, якобы Федор и повелел провозгласить царем младшего сводного брата. Ну, а дальше, вы знаете, Милославские устроили стрелецкий бунт, и все понеслось не по тому сценарию. Кстати, во время этого бунта кто-то из друзей, сподвижников царя Федора был убит, кого-то потом сослали. Исключением стал лишь один Голицын Василий, фаворит Софьи, который возглавил правительство. Единственный из приближенных к Федору молодых реформаторов. Ну а что было дальше, вы знаете, я об этом подробно рассказывал в цикле «Петровские времена». Подводя итоги сегодняшнего рассказа, вкратце мы пробежались по 6 годам правления Федора Алексеевича. Решайте сами, был ли он безвольный, бессильный, пустой, никчемный, недостойный абзаца в учебнике, или это был все-таки особенный человек. Конечно, он был больной, но он был из числа тех людей, которых называют сильными духом. Все, что он делал, вплоть до работы до последнего дня своей жизни, и подписи указов буквально в постели, все это свидетельствует, что он изо всех сил старался победить болезни, побороть свою телесную немощь. Он все время действовал, как будто преодолевая невзгоды, наперекор судьбе. Такие получились 6 лет его правления. Довольно спокойные. Не было ни репрессий, ни казни, ни каких-то массовых ссылок. Годы эти были совсем не сонные. И надо сказать, что слабый телом, но сильный духом государь Федор III за свои 6 лет, в отличие от 6 лет Горбачева, страну не ослабил, а наоборот укрепил. Ну и самое главное, Петр I, я люблю этого очень талантливого,
необычного, сильного государя, но на самом деле он, в общем-то, совсем не первый. Его реформы все возникли не на пустом месте, а стали продолжением тех процессов, которые были запущены и его отцом, и его старшим братом. А старший брат был умным реформатором. Он бороды ножницами боярам не стриг, он сам побрился и завел моду, когда окружающие его тоже стали бриться, следить за модой, за внешним видом. Он не обрезал длинные старинные московские платья и не заставлял солдат переодеваться из удобных теплых сапог и валенок голландские башмаки в нашу зиму. Он тоже думал, что польское платье удобнее для работы, поэтому ты мог ходить в чем хочешь дома, но, заходя в Кремль, должен был переодеться. Стояли на входе стрельцы, и всех в этих старинных охабнях с длинными рукавами просто разворачивали домой переодеваться. Хочешь предстать перед царем, хочешь работать в приказе, быть близок к правительству, одевайся по-современному. Такие были подходы, мягкие, но при этом последовательные. Так что можно здесь порассуждать о настоящей альтернативе. А что бы было, если бы Федор не умер так скоропостижно, в неполные 21 год, а если бы проправил еще лет 15, да даже если бы он не дал наследника, то серьезно бы повзрослел Петр Алексеевич. И он был бы совсем другим государем, принявшим страну у взрослого, умудренного опытом Федора. А может быть, вообще все пошло бы по-другому. Не по голландскому образцу, а по какому-то симбиозу старорусской традиции и европейских методов управления. Кстати сказать, идя по европейскому пути, Петр-то действовал совершенно жесткими азиатскими, ордынскими методами. Он ни с кем не церемонился, ничьих чувств не щадил. Он был человеком в этом отношении предельно жестким, с очень своеобразной моралью, полагавшим, что коли Господь дал ему в руки эту страну и этот народ, то он сам несет ответственность и лучше знает, как, в какие сроки, кнутом с железом и добрым словом привести народ к счастью. Получалось по-разному. Время в истории спрессовывается, особенно на долгой дистанции. И то, чем жили наши предки, что их волновало, зачастую укладывается в несколько строк школьного учебника. А иногда и вовсе растворяется в туманной дымке былых времен. Подводя итоги этого заключительного рассказа о XVII веке, еще раз хочу сказать, иногда полезно оглянуться назад, взять старинное увеличительное стекло и пристально посмотреть не только на события, постараться попристальнее посмотреть на людей, на их страсти, их желания, на их жизнь. Я когда-то много-много лет назад побывал в итальянских Помпеях с очень долгой интересной экскурсией, пришел к выводу, которого придерживаюсь. И за последние 2000 лет, по крайней мере, со времен Древнего Рима, человечество совершенно не изменилось. Ничего в человеке не поменялось. Меняются только модели айфонов, а люди остаются теми же самыми. Может быть, иногда только чуть-чуть портит их квартирный вопрос. И многому можно у наших предков поучиться. И вообще кается, что здравого смысла у них было больше, чем у нас. Они как-то больше думали, меньше отвлекались на соцсети, больше успевали. Вот только так, при таком подходе к истории, нам и станет понятнее, откуда пошла наша Земля, кто мы, почему и, наконец, зачем. Вот это, наверное, самый важный для всех нас вопрос. Зачем? Спасибо вам за любовь к русской истории. Ну и Бог даст. До следующих встреч. Всего доброго.